Аренда дома или квартиры в Грузии – наш личный опыт, опыт нашей семьи, как мы снимали. Мадлоба. Что я хочу поделиться? Я буду вам говорить, на что обращать внимание. То есть я буду говорить не как правильно, а как неправильно. То есть ошибки, которые мы совершили. Итак, первое. Самое важное. Не снимайте жилье, пока вы не приедете. Вот пока вы не приедете и не побудете там везде, кругом, там посмотрите разные варианты, не снимайте, не берите первое попавшееся вообще, да, пока вы физически не побудете в подъезде, в квартире, не увидите, что за окном, что в районе, что у вас, допустим, на балконе, если балкон, не снимайте. То есть вот все эти разговоры про то, что ой, покажут там по интернету, там включим телефон, вам все покажем. Все, свободные, да, вот условно, отдельная тема, да, очень часто мы жили в квартире, потом мы услышали то, что, ну, называется грузинский дзен. Вы будете удивлены, но наши соседи, они очень часто ложатся спать в 2-3 ночи и поднимаются, естественно, в 3 дня. Дзен грузинский. А почему? А потому что вот у них так это, как это сложилось исторически. Соответственно, когда мы снимали квартиру, мы пришли, все было тихо, аккуратно, да, а вечером начинается опция дринца, и ничего вы с этим сделать не можете. Более того, петухи. Петухи это такие курица-мужчина. Так вот, петухи в спальном районе Батуми существует. Я их лично слышал. И моя жена была в шоке. Причем, когда мы сейчас спрашивать у людей, там, у знакомых, там, да, говорит, ну да, у соседа там на балконе живет петух, там, курица, петух, и петух кукарекает. И вот ничего с этим сделать не можем, потому что он имеет право. И вот весь многоквартирный большой дом слушает пение там петуха, да, неважно, высоко ты лег, петуху закон не писан, но это еще не то. В доме, где мы живем, нас все устраивает. Но рядом у соседей появился замечательный петух. У него, он что-то там, не знаю, либо покурил, либо там попил, и у него сбилась парадигма времени. И он начинает кукарекать ровно в 2 часа ночи. То есть, представляете, да? То есть, вы спите, у вас окна, заметьте, жарко, окна нараспашку, открыты. И тут начинается будильник. В 2 часа ночи, как по графику, начинается пение петуха. Кукареканье. Причем, как бы, он настолько там уже, срывая свои там голосовые связки, кукарекает. Кукарекает, потом бывает затишье, там, не знаю, он куда-то уходит, либо, да, бывает ночь без страха и упрека, просто тишина. Мы с этим жили, может, недели 3, потом я пришел к соседу и предложил ему этого петуха купить. Просто купить, чтобы я его купил, а он его забил и съел в суп, да, ну и купил другого петуха, потому что все остальные петухи в округе кукарекают там, не знаю, в 6 часов утра, а этот в 2 часа ночи. Вопрос был решен, и мы его спокойно уладили. Что еще очень важно, то что вы, наверное, не сталкивались с этим в других городах. Ну, может быть, но мы ни разу, да, очень редко. Это напор воды. Напор воды, особенно в больших домах или в маленьких домах, очень важная история. Когда стоит там бойлер, это понятно, да, там всю горячую воду вылили и до свидания. Но очень часто бывает, что напор холодной воды, ну, оставляет желать лучшего. Особенно, когда все приходят и начинают включать. Мы с этим сталкивались в Уреках, когда просто банально средь бела дня сначала был маленький напор воды, а потом не стало вовсе. Поэтому, прежде чем снимать квартиру, приходите, как уже заядлый квартиросъемщик, просто включайте краны везде, на кухне, в ванной и смотрите. Пусть они польются, там вода в Грузии очень дешевая, но напор бывает такой, что, ну, будет такая, то есть вы будете думать, что вы будете там под душем рассекать, на самом деле вы будете так скромно умываться тоненьким ручейком. Важно. Следующее. Отопление. Отопление это бич, потому что вы, ну и мы, когда снимали квартиру, дом, мы думали, что тут же тепло, тут офигенно, но
Тут бывает так тепло, а ночью бывает очень и очень холодно. И мы сейчас условно уже из своего бюджета на отопление дома отнимаем там 200-250 долларов вот сразу, просто на отопление. Почему? В месяц. Потому что газовое отопление тоже, то есть вот большой дом отопить, и в вашем случае, ну, особо обращайте, когда центральное отопление это одна цена, а всевозможные газовые горелки там, которые стоят, другая. Но представьте, когда у вас будет в квартире на полную катушку гореть там, не знаю, газовая там эта горелка, условно. Ощущение ниже среднего. Отопление важная часть, поэтому смотрите и сразу проговаривайте, да, опять же, то есть мы про что говорим, что надо понимать, отопление центральное или нет, потому что здесь очень комфортно летом, но когда бывает, ну, начинается холода, там прохладные походы там туда-сюда, то отопление важная часть, это надо смотреть. Следующий момент, почему я говорил о том, что ни в коем разе не снимайте квартиру, пока вы не приедете. Давайте представим. Большой дом, многоквартирный, там 50 этажей. И вот в этих этажах огромное количество квартир. И вот в каждой квартире, буквально в каждой, делается ремонт. Неважно, это вторичка, новый дом там, да. Тут ощущение, вот когда первый месяц мы когда жили, ощущение, что в принципе это Батуми одна большая стройка. Да, то есть кругом отбойные молотки, перфораторы, там вот это стуканье, груханье, вот это вот все это такое перевалочные эти базы. Друзья мои, убедитесь, что нет стройки рядом. Почему? Потому что шум строительства, то есть в принципе он здесь как само собой разумеющееся. Ну, то есть вот шум это такая история, к которой ты привыкаешь. Но если вы любите, там, не знаю, тихий спальный район, то это вовсе не означает, что ваши соседи, они также будут блюсти ваше, там, не знаю, спокойствие и не будут делать ремонт. И вы там пойдете, пожалуйтесь там туда или туда, будьте уверены. В принципе, здесь реагирует полиция на жалобы, но неохотно. Поэтому шум, это то, что вы должны проверить, потому что вы же приехали на отдых. Вам надо, допустим, отдыхать. Даже если вы приехали сюда работать и отдыхать, то отдых это важная составляющая. А в нашем случае, допустим, бывает так. Днем божественно. И вид из окна. И все хорошо. И вот прям шикардос. Ничего нету, да? Но наступает ночь. И начинается кафе. Благо сейчас тишина, потому что кафе в связи с карантином закрыты в 22 часа, закрывается. Но когда бывает вот движ, особенно набережная, особенно центральный район Тбилиси, там начинается движуха. А движуха это, друзья мои, что? Уличное кафе. И вполне себе у вас могут быть не только уличные кафе, а также уличные музыканты. Ну, что вы будете с ними делать? Вот у нас даже был уличный музыкант в Уреках. Мы думали сначала, что это какая-то музыка в кафе, а потом оказалось, что это уличный музыкант просто под свой там этот комбик вынес там гитару, и он там типа там, кто этот парень с гитарой. Важный момент по шуму это кондиционеры. Вот смотрите, мы сняли хорошую квартиру на 2-м этаже. Классно. Дом, все офигенно. На 1-м этаже магазин, продуктов там, да, недалеко до моря, все отлично, но в этом магазине включаются кондиционеры. Ну там же холодильные камеры и вообще там, да, вот воздух. И этот кондиционер, он стоял прямо снизу нашего окна. И вот он, днем мы не слышим его, да, ну потому что там море туда-сюда, ночью начинается, дрын-дрын-дрын-дрын, и вот запуск двигателя пошел, да, и вот этот шум кондишенов, особенно он очень часто такой, ну, не первой свежести, очень-очень напрягает. Еще момент, когда вам надо обращать внимание, когда вы снимаете квартиру, это дорога рядом. Мы нашли очень классную квартиру в Батуми. Сейчас я прохожу каждый раз около этой квартиры, ну, мне не арендовали, там по цене не зашли. Там была офигенная квартира, офигенная мебель, все. Теперь я каждый раз прохожу и думаю, спасибо, что я эту квартиру не снял. Почему? Потому что эта квартира стоит прямо на перекрестке. И там с утра до ночи ездят машины. Вы скажете, машины, подумаешь, машины. Машины это классно, но в Грузии, мне кажется, что в Грузии очень многие люди покупают машины, чтобы пикать.
Они пикают безбожно. Причем не сигнал опасности, да, они пропусти, особенно в Батуми, есть такое понятие, называется батумский стиль вождения. И вот они пропусти пикают, их пропустили, они пикают, что типа спасибо. Их тот, кто пропустил, тоже пикает спасибо. Тот, кто видел, там, типа, что стоишь, тоже пикает. И вот такое пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. И вот ты вот, в принципе, весь в этих пиках. Там денно и ночно пики, и денно и ночно все ездят тут. Вот дорога рядом, это вообще трэш. Домашние животные. Домашние животные, в Грузии к ним отношение очень такое специфическое, я бы сказал. Тут очень любят домашних животных, тут собаки, они бездомные, но они все чипованные, безопасные, все ходят туда-сюда, но понятно, что если вы будете снимать квартиру либо дом, хороший ремонт, то хозяева не будут в восторге от ваших домашних животных. И если вы думаете, что вы в Грузии сможете спрятать своего питомца, то помните, что здесь сарафанное радио. Очень и очень классно это все работает. И поэтому сразу предупреждайте владельца, что с вами будет жить, там, не знаю, котик, либо собачка. Очень важно. Многие владельцы, то есть у нас был пример, когда наши знакомые договорились за доплату в $50 в месяц за собаку, и им это сошло с рук. А был пример, когда просто пришли и выселили, потому что не было в договоре, то есть, домашнего животного. И они были правы. Поэтому здесь вот так. Следующий момент, куда мы обращаем внимание постоянно, это, конечно же, матрасы, или кровати. Давайте так, спальное место. Спальное место очень часто, кровати, они скрипят. Матрасы, они неудобные, да, и вот история такая, что, смотрите, не стесняйте, я почему советую своим знакомым, сначала приедьте, поживите 3 дня, полежите, поспите, послушайте тишину ночи, да, особенно в выходные эту тишину ночи, и только потом принимайте решение. Почему? Потому что кровати очень часто застелены идеально, а внутри ты проваливаешься и спишь вот так, так себе удовольствие. Бытовая техника. Для русскоязычных это вообще трэш. Почему? В Грузии, наверное, не принято микроволновки. Вот не принято и все. То есть к чему это говорю? Друзья мои, не обращайте, не ищите квартиру с классной бытовой техникой. Почему? Поскольку здесь лучше, на что вы можете рассчитывать, если чайник есть. Дальше мы все покупали сами. Почему? Нам проще купить микроволновку здесь, благо тут их полным-полно в магазинах, да, купить холодильник даже здесь. Почему? Потому что потом мы хороший холодильник спустя год сможем продать его, да, но пользоваться маленьким, то есть Грузия это страна вкусной еды, и очень часто нам наготовят и надо где-то хранить. И поэтому было принято решение купить. Сначала мы купили микроволновку, первое, что мы купили. Второе, мы купили уже блендер, потом миксер, потом кофеварку, потом холодильник. Для чего? То есть вы, когда живете, не ищите, не акцентируйте внимание на бытовой технике. Она здесь в лучшем случае среднего уровня. Такого, да, то есть там не будет таких там больших холодильников, микроволновок, там духовой шкаф мы еще купили, да, почему? Потому что здесь ко всему можно прийти и не акцентировать внимание на классной бытовой технике. Главное, чтобы я сказал, не бытовая, а, скажем так, напряжение в сети, чтобы у вас для вашей техники хватило. Следующий классный совет: снимайте квартиру всегда строго с грузином, чтобы у вас был знакомый грузин, потому что когда вы будете с грузином, очень часто они, присутствуя с вами, уже могут, я бы не сказал, что здесь какая-то такая неприязнь, да, а просто грузин с грузином быстрее договорятся. Они знают средние цены там по рынку, они понимают, и они часто, то есть у нас были моменты, когда люди, которые нам сдавали жилье, там на неделю, там на 3 дня, они не говорили по-русски, плохо говорили. И поэтому какие-то нюансы лучше всего говорить, чтобы, то есть вы говорите своему знакомому, и знакомый говорит ему. Причем, я не знаю, почему так работает, но это работает точно. Траст выше. Вот если вы изначально, прежде чем приехать в Грузию, познакомитесь с грузином по Фейсбуку, и уже потом он поведет вместе с вами себя как проводырь, это будет гораздо круче, чем агент недвижимости. 100 в гору. Очень часто, еще у нас был неприятный момент, когда мы сняли нормальную квартиру, все было хорошо,
но вывеска, которая загоралась вечером, она прям моргала. Тири-тири-тири, знаете. И вот нам все бы хорошо, но у нас окна были плотно, мы покупали большую штору, потому что, то есть не штору, ткань купили, и занавешивали ее, потому что эта вывеска была как концлагерь, такая, тюн-тюн-тюн, ну, друзья мои, вот с этим надо просто жить. Опять же, я уже говорил про соседей. Соседи – это то, что проявляет себя не сразу, а со временем. То есть вы со временем начинаете понимать и узнавать всю прелесть жизни соседей. То есть они могут спать, могут шуметь. Причем очень часто у меня знакомых был момент, когда они сняли квартиру на год, а рядом квартира сдавалась там понедельно там, или посуточно, да, на Airbnb. И там постоянно, ну, раз через раз были гулянки. Там, что не гулянка, то там до ночи, там, да, крики, визги, музыка и все такое. Интернет. Мы люди интернета, мы работаем в сети, и очень часто нам приходится, чтобы был сильный канал, как вот сейчас там, да, я веду прямой эфир, и чуть-чуть где-то там пошло, и у нас, видите, он слетел. Интернет это важно. В Грузии очень классный интернет. Тут есть Махти, оптиволокно, очень по цене получается самый высокий тариф это 100 лари. 100 лари это получается, чтобы было понятно, $33, и у вас оптоволокно. Оно практически есть везде, но проверяйте. У нас был один факап, когда мы не проверили. Мы забыли проверить интернет, потому что мы привыкли, что в Грузии в принципе с интернетом проблем нет. И в Урейках мы сняли квартиру на месяц, все было хорошо, август месяц, все классно. Вот, но получилось так, что мы захотели, мы сказали, оплатите интернет, и у вас появится. Ну хорошо, сказали мы. Самый высокий тариф у провайдера был 60 лари. Мы отдали управляющему 60 лари. Он пошел и включил нам интернет. Я не знаю, как он там включил, но нам включили самый низкий тариф. То есть там совсем крохи. Нет, для Инстаграма и Фейсбука это отлично. Ну там серфить, да, вот как путешественникам. А работать на нем невозможно. Мы пытались выяснить, но сказали, вы просили интернет, вам дали интернет, все, до свидос. Это было неприятно. То есть квартира хорошая, хозяйка адекватная, но вот эта ложка дегтя с интернетом очень все попортила. Про окна. Всегда когда вы арендуете квартиру, дом понятно, но смотрите окно. Грузия это вид из окна. Очень часто вот я сейчас смотрю свой вид из окна, у меня прямо, да, сад, горы, там восход солнца, все вообще классно, шикарно. Вид из окна потрясающий. Вид на город потрясающий. То есть все хорошо. Вид из окна это то, за что можно доплатить. Но если ваш вид из окна упирается в другое окно, или мы недавно видели вообще вид из окна в стену. Просто был дом, рядом построили еще дом, и у вас окно прям в стену. Здравствуйте, да? То есть нет, окно якобы есть, там даже балкон какой-то есть. Но постуку-поскоку. Самое, вот Грузия, аренда, квартира, либо дом, это хозяева. Самое-самое важное это хозяева, потому что насколько вы договоритесь, то есть, да, потому что очень часто я слышу, что люди просто не без общения с хозяевами, они арендуют без такого плотного общения, да, а потом удивляются, что когда пришел там более выгодный клиент, их просто выселяют. Поэтому сначала смотрите хозяева. И чтобы хозяева были действительно хозяевами, а не брат брата, который знает того, кто эту квартиру сдает. Обязательно, когда вам говорят про комнаты, там это трехкомнатная квартира. Просите, пусть вам нарисуют планировку. Ну, или смотрите, чтобы это комнаты были непроходные. Тут очень много таких квартир, где вроде бы две комнаты, но это не две комнаты. Это получается по факту одна комната с каким-то спальным, то есть, ну, не полные две комнаты, как вы думаете. Одна из них проходная. Понятно, да? Потому что мы привыкли как? Две комнаты это коридорчик, и ты выходишь одна комната, вторая кухня. А там не так. Там получается коридорчик, и это получается плавно переходит в зал, там в гостиную, которая это же является и кухней, и у вас есть одна комната для сна. То есть в принципе это две комнаты, но по факту одна. То же самое бывает с тремя. Санузлы. Санузлы должны быть утеплены. Потому что мы смотрели очень классный дом, очень классный. А потом моя супруга, она спросила,
для нее это важно. Говорит, а где у вас санузел? И все было бы хорошо, но санузел, как оказалось, был, то есть, чтобы прийти в санузел, надо было выйти, там, чуть ли не на улицу, перейти там к переходу и зайти в другое здание. То есть, в принципе, он был отдельно стоящий от самих апартаментов. Поэтому смотрите, чтобы они были теплые, эти санузлы, потому что летом классно. Летом сухо и весело, там, да, там, ничего не дует, потому что там жара, прохлада, да. А зимой как? Зимой будет не очень комфортно, особенно если у вас дети. Еще важный момент – сушилки. С сушилками здесь беда. С сушилками здесь беда, потому что здесь, если балконы есть, это не те балконы, к которым вы привыкли. Это такие маленькие балкончики, чтобы вы могли просто выйти и насладиться видом. Ну, просто выйти и все. И больше ничего. Там нет такого, очень редко бывает, когда огромные балконы, в Тбилиси классные дома старые, там где большие балконы. Но, как правило, вот эти маленькие квартиры, которые сейчас в этих больших зданиях, там, да, многоэтажках, там очень маленькие балкончики. И сушилка – это очень важная история. Почему? Летом сохнет все на раз, только вывесили, но вопрос, куда вы вывесили? Тут мы снимали квартиру и не задались этим вопросом. И когда постирали, а нас 4, соответственно. И у нас получается, когда мы стираем, много белья. А мы привыкли стирать хорошо и много. И когда постирали вот эту всю кучу, куда вешать? Оказалось, что есть веревка от нашего балкона к соседнему дому. И эту веревку надо крутить. И ты крутишь ее. Или приходили там, просили у соседей вешать. Вот Дася подсказывает, да, что вешали соседям, да, или там веревки эти перетягивали, да, то есть уже единственный вариант, который может быть допустим, вы идете в магазин, покупаете сушилку такую раскладную и ставите ее в своей комнате, да, потому что у вас белье сушить негде, а это очень и очень важный момент. Ну да, вот и мы снимали дорогие апартаменты в Тбилиси, большие дорогие апартаменты, и не было где сушить белье. То есть, в принципе, с одной стороны, как бы хорошо, а с другой и понятие сушильная машина здесь, ну, оно очень редко. То есть, если вы поставите на Airbnb искать квартиру с сушильной машиной, то очень часто это бывает стиральная машинка с отжимом, но без сушилки. В Тбилиси, в центре Тбилиси снимаем дом. Большой дом в 3 этажа. Окей. Но мы снимаем его не на день, не на 2, а на неделю. И ну полностью, чтобы пожить в Тбилиси, посмотреть. И в принципе, в этом доме, еще приехала там моя дочка с мужем, да. То есть в этом доме было, сколько, 5 человек. Белье сушить негде. Просто негде. Просто банально классный дом, центр Тбилиси, где ты будешь сушить белье. Вообще. Важный момент. Электричество. Друзья мои, электричество – это беда. Особенно это касается дома. Вот дом, чтобы вы понимали, это все классно. Но когда вы, человек, который привык к комфорту, когда у вас хочется, чтобы, допустим, работала стиральная машина, в это время горел там духовой шкаф и включался холодильник и кофемашина, то очень может быть, что у вас все это будет потухать. Почему? Потому что там ЛЭП на это не рассчитано. А очень часто еще осенью, когда начинается холода, соседи, ну по деревне, там по улице, включают, скорее всего, кроме газовых, еще включают электрообогреватели. И вы включаете стабилизатор и видите ваше напряжение, которое входящее, не 220, а 190, да, и у вас такое потухает все, да. Компьютеры начинают маслать. Все начинает, и ты понимаешь, что вот это все сгорит. И компьютеры буквально выключаются. То есть ты покупаешь один стабилизатор, потом второй, третий, то есть для каждого компа покупаешь 100. Еще один важный момент – это плесень. Плесень, она в принципе присутствует из рассказов знакомых. Я не видел у себя дома, потому что благо у меня мы снимаем без, и мы не снимаем первую линию вообще. Но первая линия очень часто бывает дает такой сюрприз, как плесень. Поэтому смотрите, если снимаете первую линию, то плесень это как бы большой бич. Итак, подытожим наш опыт. Давайте я так пробегусь быстренько, да. Первое, не снимайте, пока не приедете. Смотрите на соседей. Петухи.
да, важно, домашние животные, которые были, напор воды, отопление, обратите внимание на стройки рядом, шум может быть не только от стройки, но и от кафе, от уличных музыкантов, кондиционеров, дороги и от домашних животных. Они тоже могут, не только петухи, там курицы, коровы, собака вот у нас есть там недалеко, гавкает без дела, ну то есть уже привыкли, но неприятно, да. Потом смотрите на кровати, обратите внимание на бытовую технику. Когда будете снимать квартиру, снимайте строго с грузином, чтобы был местный, кто-то, чтобы был местный постоянно около вас, переводил, да. Обратите внимание на интернет, на соседей, на окно, чтобы было вид из окна классный. Да? Говорите с хозяевами, потому что хозяева это вот классные хозяева, это половина успеха. Все остальное приложится, все остальное можно купить там, да. Но хозяева это важно. Опять же, чтобы комнаты были отдельные, полы не скрипели, санузел, чтобы был утеплен, сушилка, электричество, плесень.